На одной из встреч Гурджиев возвратился к вопросу о сознании. «Нельзя понять ни психической, ни физической функции человека, — сказал он, — если не постичь того факта, что они могут работать в разных состояниях. Всего существует 4 состояния сознания, возможные для человека». Слово «человек» он произнес с ударением. Но обыкновенный человек, то есть человек номер 1, номер 2 и номер 3, живет только в 2 самых низких состояниях. 2 более высоких ему недоступны, и хотя у него могут появиться вспышки этих состояний, он не способен их понять и судит о них с точки зрения тех состояний, которые ему привычны. 2 обычных, то есть низших состояния сознания – это, во-первых, сон, иными словами, пассивное состояние, в котором человек проводит треть, а очень часто и половину своей жизни. Во-вторых, состояние, в котором люди проводят остальную часть своей жизни, когда они гуляют по улицам, пишут книги, разговаривают на возвышенные темы, принимают участие в политической деятельности, убивают друг друга. Люди полагают это состояние сознания активным, называют его ясным сознанием, бодрственным сознанием сознания. Но кажется, что такой термин, как «ясное сознание» или «бодрственное состояние сознания» придуман в шутку, особенно когда вы поймете, чем в действительности должно быть ясное сознание и что представляет собой то состояние, в котором человек живет и действует. Третье состояние сознания – это вспоминание себя, или самосознание, или сознание своего бытия. Обычно считают, что мы обладаем этим состоянием сознания, или можем им обладать, если захотим. Наша наука и философия просмотрели тот факт, что мы не обладаем им и не можем создать его в себе исключительно силой желания или решения. Четвертое состояние сознания называют объективным состоянием сознания. В этом состоянии человек может видеть вещи такими, каковы они суть. Проблески такого состояния также случаются у человека. В религиях всех народов есть указание на его возможность, которую называют просветлением и разными другими именами. Но описать его словами нельзя. Однако единственный правильный путь к объективному сознанию проходит через развитие самосознания. Если искусственно привести обычного человека в состояние объективного сознания и потом возвратить в состояние обычного сознания, он ничего не вспомнит и подумает, что временно потерял сознание. Но в состоянии самосознания у человека могут быть вспышки объективного сознания, и он способен их запомнить. Четвертое состояние сознания у человека означает и совершенно иное состояние бытия. Это результат внутреннего роста, длительной и трудной работы над собой. Но третье состояние сознания составляет естественное право человека, каков он есть в нынешнем состоянии, и если человек не обладает им, то лишь по неправильных условиях своей жизни. Без преувеличения можно сказать, что в настоящее время третье состояние сознания проявляется у человека только в виде редких вспышек, и его можно сделать более или менее постоянным при помощи особой тренировки. Для большинства людей, даже образованных и мыслящих, главное препятствие на пути приобретения самосознания заключается в том, что они думают, что обладают им, и всем, что с этим связано, индивидуальностью, в смысле постоянного и неизменного «я», волей, способностью делать и так далее. Вряд ли человек почувствует какой-либо интерес, если вы скажете ему, что благодаря долгой и трудной работе он приобретет то, что, по его мнению, у него уже есть. Наоборот, он подумает, что вы или сошли с ума, или хотите его обмануть, преследуя личную выгоду. 2 высших состояния сознания, самосознание и объективное сознание, связаны с функционированием в человеке высших центров. К добавлению к тем центрам, о которых мы уже говорили, у человека есть еще 2 – высший эмоциональный и высший мыслительный. Эти центры находятся внутри нас, они полностью развиты и все время работают, но их работа не достигает нашего обычного сознания. Причина этого в особенностях нашего так называемого ясного сознания. Чтобы понять, в чем заключается разница между этими состояниями сознания, вернемся к первому из них – ко сну. Это целиком субъективное состояние сознания. Человек погружен в дремоты, и совсем не важно, помнит он их или нет. Даже если до него доходят какие-то реальные впечатления, звуки, тепло, холод, ощущение собственного тела, волоса, они пробуждают в нем только фантастические субъективные образы.
Затем человек пробуждается. На первый взгляд он переходит в совершенно иное состояние сознания, может двигаться, разговаривать с другими людьми, что-то заранее рассчитать, видеть опасность и избегать ее, и так далее. С точки зрения рассудка, такой человек оказывается в лучшем положении по сравнению с тем, когда спит. Но если мы глубже проникнем в суть вещей, если присмотримся к его внутреннему миру, к мыслям, к причинам действий, мы увидим, что он пребывает почти в том же состоянии, что и во время сна. Более того, это состояние еще хуже, потому что во сне он пассивен, то есть не может ничего делать, а в бодрственном состоянии он все время может что-то делать, и результаты его действий отразятся на нем и на окружающих. И все же он не ремембрает себя. Это машина, с ним все случается. Он не в состоянии остановить поток своих мыслей, не может контролировать свое воображение, эмоции, отношения. Он живет в субъективном мире «люблю-не люблю», «нравится-не нравится», «хочу-не хочу». То есть он думает о чем-то, что это ему нравится, а о другом, что оно ему не нравится. Он считает, что желает чего-то, а другого, что не желает. Он не видит реального мира. Реальный мир скрыт от него стеной его собственного воображения. Он живет во сне. Он спит. То, что он называет ясным сознанием, это сон, и сон гораздо более опасный, чем ночной, когда он спит в постели. Возьмем какое-нибудь событие в жизни человека, например, войну. Вот сейчас идет война. Что это означает? Это означает, что несколько миллионов спящих людей пытаются уничтожить несколько миллионов других спящих людей. Конечно, если бы они находились в состоянии бодрствования, они этого не сделали бы. Все, что обычно имеет место, совершается вследствие этого сна. Оба состояния сознания, сон и бодрствование, одинаково субъективны. Только начиная вспоминать себя, человек по-настоящему пробуждается. И тогда вся окружающая жизнь раскрывается ему в ином аспекте, приобретает иное значение. Он видит, что это жизнь спящих, жизнь во сне. Все, что люди говорят, все, что они делают, они говорят и делают во сне. И все это лишено какой-либо ценности. Только пробуждение и то, что ведет к пробуждению, имеет действительную ценность. Меня много раз спрашивали, можно ли остановить войны. Конечно, можно. Для этого необходимо всего-навсего одно – чтобы люди пробудились. Это кажется мелочью, однако такая вещь самая трудная из всех возможных, потому что сон вызывается и поддерживается всей окружающей жизнью, всеми окружающими условиями. Как же пробудиться? Как спастись от сна? Эти вопросы важнее всего, они самые жизненные из тех, которые когда-либо возникают у человека. Но прежде всего необходимо убедиться в самом факте сна. А убедиться в нем можно только тогда, когда мы пытаемся пробудиться. Когда человек понимает, что он не помнит себя, когда он понимает, что помнить себя означает в какой-то степени пробудиться, когда на основании собственного опыта он видит, как трудно вспоминать себя, тогда он поймет, что не сумеет пробудиться, просто пытаясь это сделать. Можно выразиться более точно. Человек не в состоянии пробудиться самостоятельно. Но если, скажем, 20 человек заключают соглашение, что тот из них, кто проснется первым, начнет будить остальных, у них появляются некоторые шансы. Но и этого недостаточно, потому что все 20 могут заснуть одновременно, и им будет сниться, что они не спят. Поэтому нужно еще большее – искать человека, который не спит и не заснет так легко, как они, или засыпает сознательно, когда можно спать, когда это не причинит вреда ни ему, ни другим. Они должны искать такого человека, найти и нанять его, чтобы он их будил, не позволял снова заснуть. Необходимо понять, что пробудиться без этого невозможно. Можно размышлять в течение 1000 лет, можно написать целые библиотеки книг, создать миллион теорий, но все это будет во сне, без всякой возможности пробуждения. Напротив, эти книги и теории, написанные и созданные во сне, будут только погружать других в сон. В идее сна ничего нового. Почти с самого сотворения мира людям твердят, что они погружены в сон, что они должны пробудиться. Например, сколько раз об этом говорится в Евангелии. «Пробудись, бодрствуй, не спи». Ученики Христа спали даже тогда, когда он последний раз молился в Гефсиманском саду. Все это там есть. Но понимают ли люди?
Они принимают все такие места за особый оборот речи, за особое выражение, метафору, и совершенно не могут усвоить, что здесь необходимо буквальное понимание. И опять-таки легко сообразить почему. Чтобы хоть немного понять сказанное в буквальном смысле, необходимо уже немного пробудиться или, по крайней мере, стараться пробудиться. Говорю вам серьезно, что меня несколько раз спрашивали, почему в Евангелиях ничего не говорится о сне. И это несмотря на то, что там упоминается о нем почти на каждой странице. Это просто показывает, что люди даже Евангелие читают во сне. Пока человек пребывает в глубоком сне, пока он погружен в сновидение, он не в состоянии подумать о том, что он спит. Если бы он подумал о том, что он спит, пробудился бы он. А так все идет по-старому. И люди не имеют ни малейшего представления о том, что они из-за этого сна теряют. Как я уже сказал, пребывая таким, каким его создала природа, каким он устроен, человек может быть самосознающим существом. Таким он создан, таким и рожден. Но он рожден среди спящих, и, находясь среди них, он, разумеется, засыпает как раз в тот момент, когда должен был бы начать сознавать себя. Все подстроено для этого. Подражание ребенка взрослым, намеренные и ненамеренные внушения, то, что называется воспитанием. Любая попытка ребенка пробудиться немедленно пресекается, это неизбежно. А для того, чтобы пробудиться позднее, когда накопились тысячи привычек, вызывающих сон, требуются колоссальные усилия. Необходима также и посторонняя помощь, а это случается очень редко. В большинстве случаев человек еще ребенком утрачивает возможность пробудиться. Он проводит всю жизнь во сне и во сне умирает. Далее многие люди умирают задолго до своей физической смерти, но о таких случаях мы поговорим позднее. Теперь обратим внимание на то, что я сказал вам раньше. Вполне развитый человек, которого я называю человеком в полном смысле слова, обладает 4 состояниями сознания. Средний человек, то есть человек номер 1, номер 2 и номер 3, живет только в 2 состояниях сознания. Он знает, или по крайней мере должен знать, о существовании 4-го состояния сознания. Все эти мистические состояния и тому подобное относятся к неправильным определениям, но в тех случаях, когда они не обман или имитация, это проблески так называемого объективного состояния. Однако человек не знает о 3-м состоянии сознания и даже не подозревает о нем. Он не может подозревать, потому что если бы вы объяснили ему, что такое 3-е состояние сознания, то есть из чего оно слагается, он сказал бы, что это его обычное состояние. Он полагает, что Аполлон как бы от природы обладает самосознанием, человек, конечно, не станет и пытаться приблизиться к нему или получить его. А все-таки без самосознания, без 3-го состояния сознания, 4-е состояние, за исключением редких проблесков, невозможно. А ведь знание, подлинное объективное знание, к которому человек, как он сам уверяет, стремится, возможно только в 4-м состоянии, то есть обусловлено полным им владением. Знание, приобретенное в обычном состоянии сознания, смешано с дремами. Вот вам вся картина бытия человека номер 1, 2 и 3.